Всем привет! Сейчас мы уже начали активно готовиться к новому рыболовному сезону. И наконец-то сбылась наша такая небольшая мечта. Наконец-то мы себе приобрели хорошие качественные фонари для ночной рыбалки. Это налобные фонари от известной фирмы Nightcore. Вот такой вот фонарь, модель HC30. К нему аккумулятор 18650. И такой вот фонарь NU10. В этом фонаре встроенный аккумулятор. Ну и сейчас о каждом этом фонаре я расскажу поподробнее и покажу поближе. Начнем мы с фонаря HC30. Итак, вначале мы быстро пробежимся по коробке, ну а потом откроем и посмотрим, что же там в середине. На лицевой стороне коробки мы видим изображение самого фонаря. Также здесь указана его модель HC30. Ниже написана модель светодиода. Светодиод здесь стоит Cree XM-L2. Дальше написано, что данный фонарь может работать от одного аккумулятора 18650 или же от двух аккумуляторов CR123. И ниже написано, что фонарь полностью сделан из металла и имеет суперкомпактную конструкцию. Вот для налобного фонаря суперкомпактная конструкция — это действительно важный пункт, и это хорошо. Тут написано 1000 люмен, это максимальный световой поток. И выше мы видим значок, где написано 5 лет гарантии. Это действительно так. Я заходил на сайт Nightcore, и у них написано, что на все налобные и ручные фонари гарантия 5 лет с дня покупки. Я, конечно, очень удивился, потому как никогда не мог подумать, что на какой-то там фонарь может быть гарантия аж 5 лет. Это очень классно, и за это Nightcore огромнейший плюс. С этой стороны коробки написаны основные характеристики данного фонаря. Максимальный световой поток 1000 люмен, это я уже говорил. Максимальная дистанция, на которую он светит, 162 метра. Здесь производитель говорит, что фонарь может упасть с высоты до 1,5 метров, и с ним ничего не будет. Ну, это я не проверял. И, надеюсь, не проверю. Поверим на слово. Дальше написано, что максимальное время работы фонаря 330 часов. В инструкции написано, что 330 часов он будет светить, если у нас в фонаре будет стоять вот такой аккумулятор модели 18650. И при этом фонарь будет светить в минимальном режиме. А минимальный режим — это 1 люмен. Дальше написано Max Intensity 6600 SD. Я, честно, не знаю, что это такое, поэтому ничего не могу сказать. Скажу только, что в инструкции написано, что это, сейчас найду, интенсивность светового потока. Ну а дальше написано, что фонарь может погружаться под воду на глубину до 2 метров. В принципе, это все основные характеристики. Сзади на коробке написана куча разной информации, и вот официальный сайт международный nightcore.com. На этом торце нарисовано, где мы фонарь можем использовать. Ну, в принципе, мы и так знаем, где его можно использовать. Везде его можно использовать. Вот такая вот коробка. Ну, теперь мы ее откроем и посмотрим, что же там в середине. Я, признаюсь, ее уже открывал, ну, просто положил все назад, чтобы вам показать, как это все было здесь укомплектовано. Здесь находится у нас ремень на голову. Чувствуется вот, знаете, вот какая-то такая вот качество чувствуется. Вот он очень плотный, эластичный. Дело в том, что у меня было, по-моему, 3 фонаря, тоже налобные, но они такие китайские, скажем так, галименькие. И вот я чувствую вот сразу на ощупь, даже не одевая на голову, я чувствую, что качество ремня вот оно вот отличается. Вот оно действительно вот классное. Так, ремень мы отложим в сторону. Смотрим дальше. Здесь у нас находится пакетик. Сейчас я его открою, покажу, что в нем лежит. Так, в пакетике у нас была вот такая металлическая клипса.
Это клипса для того, чтобы фонарь можно было прицепить, например, на ремень или на карман. Вот клипса, еще раз скажу, сделана из металла. Также здесь две запасные прокладки и запасная кнопка. Комплектация небольшая, но зато очень полезная. Когда есть запасные запчасти, это хорошо. Дальше мы видим гарантийный талон, инструкция на русском. Ну, скажу, что пока ко мне этот фонарь ехал, я такую же инструкцию скачал с официального сайта Nightcore. И здесь у нас находится сам фонарь. Вот так вот он выглядит. Получается, что линза у него, ну, относительно корпуса фонаря, линза находится под 90 градусов. Сверху находится кнопочка. Снизу откручивается крышка, куда вставляется аккумулятор. Это я потом покажу. Ну и сейчас сразу скажу основные характеристики. Точнее, не характеристики, а основные размеры этого фонаря. Буду подсматривать в инструкцию. Длина фонаря 98 мм. Диаметр головы 24,2 мм. Диаметр корпуса 23,8 мм. И вес фонаря без батареи 40,3 грамма. Это вес без батареи. Здесь мы видим вот такая типа как сказать, похоже на радиатор. Для того, чтобы, когда фонарь долго светится, чтобы охлаждался светодиод и не перегревался. Вот, скорее всего, что это сделано именно с этой целью. Ну и сейчас вставим в этот фонарь аккумулятор. И я дальше покажу, что он умеет. Аккумулятор я также заказал найткоровский. Тип аккумулятора 18650. В принципе, в этот фонарь подходит любой аккумулятор такого типа. Ну, я взял от Nightcore, чтобы уже был как бы такой комплект. Так, сейчас мы его будем вставлять в фонарь, но раз я уже его раскручиваю, то сразу покажу, где находятся прокладочки. Там я просто показывал запасные прокладки, которые идут в комплекте. И вот сразу покажу, куда они ставятся. Сейчас камера сфокусируется. Вот. Значит, одна прокладка ставится там, где крепится голова. И вторая прокладка ставится там, где фиксируется крышка, которая удерживает аккумулятор. Вот и все. Всего лишь две прокладки. Это собираем, ставим на место, вставляем аккумулятор. Аккумулятор ставится плюсом к голове, вот так, и закручиваем. И сразу скажу по поводу крышки. В этом фонаре есть такая полезная функция, как блокировка от случайного включения. Это очень полезно, потому как пока мы едем, допустим, на рыбалку, в сумке фонарь может включиться, и когда мы приедем, то нам уже нечем будет светить, потому что батарейки по дороге полностью сядут. И у меня такое было 2 раза. Показываю, как это работает. Вот, допустим, мы фонарь включим сейчас. И смотрите, крышечку поворачиваем буквально, ну, максимум на миллиметр. И все. Вот сколько бы мы эту кнопку не нажимали, он никогда не включится. Надо включить фонарь. Чуть-чуть до конца повернули. Пожалуйста, фонарь включился. Очень классно. Так, ну и теперь покажу функционал этого фонаря. Здесь, несмотря на то, что присутствует всего лишь одна кнопка, на самом деле эта кнопка может выполнять достаточно много разных функций. И сейчас я расскажу про все эти функции.
Посмотрим все функции по порядку. Итак, если мы один раз нажимаем на кнопку до щелчка, у нас фонарь включается в самом минимальном режиме. Это режим 1 люмен. Если мы нажимаем еще раз, тоже до щелчка, у нас включается низкий режим, это 75 люмен. Нажимаем еще раз, включается средний режим, 210 люмен. Нажимаем еще раз, включается высокий режим, 400 люмен. И нажимаем пятый раз, у нас включается турборежим, 1000 люмен. Если мы нажмем еще раз, то у нас фонарь не выключится, он будет светить просто минимально, то есть вернется в самый первый режим. Для того, чтобы фонарь выключить, нужно подержать чуть более 1 секунды. Вот. Если мы опять включим, опять включится минимальный режим. Выключаем. Также в этом фонаре есть как бы память. То есть он может включиться в том режиме, какой у нас был включен до этого. Показываю, как это работает. Вот, допустим, у нас был включен средний режим. Мы на среднем режиме выключаем, удерживая 1 секунду. И теперь нажимаем не один раз, потому как фонарь включится опять в минимальном режиме, а держим чуть более 1 секунды. Вот так. Вот еще раз покажу. Например, давайте включим вот на втором режиме. Опять подержим секунду. Фонарь выключился. Держим опять секунду. Фонарь включился в том же режиме, в котором мы его выключили. Выключаем. Так, также в этом фонаре есть функция мгновенное включение турбо. То есть мы можем сразу включиться в турборежиме. Для этого нужно подержать кнопку чуть более 2 секунд. Вот. У нас сразу включился турборежим. 1000 люмен. Выключаем. Так, ну в принципе все, по основным режимам это все. Еще здесь есть специальные режимы. Это строп, маяк и SOS. Для этого нам нужно кнопку нажать дважды. То есть фонарь у нас выключен. Мы дважды нажимаем кнопку быстро. Вот у нас включился первый режим строп. И теперь, чтобы переключаться между режимами, то есть строп, маяк и SOS, нам нужно просто один раз нажимать кнопочку. Вот у нас включился режим SOS. То есть, если мы заблудились в лесу, мы можем подать кому-то сигнал. И нажимаем еще раз. Это включается режим маяк. Для того, чтобы выйти с этого режима, нужно просто подержать кнопку, и фонарь выключится. Ну, в принципе, все. По этому фонарю я вам полностью все показал. Вот еще хотел показать, как ставится клипса. Клипса ставится очень просто. Вот сюда. Вот и все. Теперь можно фонарь подцепить на ремень или, как я уже говорил, например, на карман. Снимаем клипсу. И поскольку фонарь налобный, я сразу покажу, как он устанавливается на ремень. Убираем крышку и просовываем вот в эти резиновые крепления на ремешке. Чтобы эти резинки вошли в пазы, которые на корпусе фонаря. Ну, опять собираем его. И вот у нас получился налобный фонарь. Регулируется он очень просто. Можно поднять вверх, вниз, то есть наклонить как нам надо, как мы хотим. В
принципе, все, что я хотел рассказать про этот фонарь, я рассказал. И сейчас мы переместимся в темный коридор, где я еще раз покажу все степени яркости, только там вы это сможете увидеть получше.